Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о собаках. Но не о тех, которых мы видим каждый день, а о диких, загадочных, гиеновидных собаках. Что мы знаем о них? Многие скажут, живут в Африке, похожи на гиен и, наверное, опасные. Вот, пожалуй, и все. А ведь это очень необычные собаки. Сильные, умные, социальные и дико недооцененные. Это одни из самых удивительных хищников планеты, и нам просто необходимо познакомиться с ними поближе. Поэтому прямо сейчас мы с вами отправляемся туда, где степь дрожит от бега пятнистых, ушастых, клыкастых теней, где каждый охотится не для себя, а для всей стаи. Поехали! Примерно 6 миллионов лет назад, в самом сердце Древней Африки, мир был совсем другим. Леса отступали, климат становился суше, а бескрайние саванны начинали господствовать в экосистемах. Именно в это время на континенте жили древние псовые. Далекие предки волков, шакалов и лис. Это были небольшие хищники, не столь быстрые, как гепарды, и не столь сильные, как саблезубые кошки, но у них было другое преимущество – универсальность. Они были всеядными и выносливыми, и готовыми к переменам. Эти животные вели одиночный или парный образ жизни, питались мелкой дичью, падалью, фруктами и насекомыми. Им не нужно было быть первыми в охоте, достаточно было быть последними, кто остается в живых. Среди этих ранних псовых одна ветвь, по-видимому ближайшая к современным шакалам, начала адаптироваться к новому стилю жизни. Не в лесу, а в открытой, жаркой, беспощадной саванне. В этом новом мире правила были иными. Дичь убегала быстрее, опасностей было больше, а одиночество означало смерть. Здесь выигрывали не те, кто был силен, а те, кто работал в команде. Так началась эволюция гиеновидной собаки, будущего специалиста по коллективной охоте, идеального командного охотника, живущего и выживающего только в стае. Гиеновидная собака – один из немногих псовых, полностью адаптировавшийся к жизни в африканской саванне. Ни один другой представитель семейства не смог добиться такой эффективности в групповой охоте. Они не выкапывали норы, не жили поодиночке, не охотились в засаде. Они бежали до тех пор, пока антилопа не падала от усталости, и делили добычу всем поровну, даже самым слабым. Этот путь оказался успешным. Миллионы лет гиеновидные собаки процветали. Они распространились по всей Африке, от юга Сахары до ЮАР, от прибрежных лесов до каменистых плоскогорий. Эта собака – житель просторов. Она не любит горы, густые леса и места, где тесно. Ей подавай открытое пространство, где можно разогнаться и нагнать добычу после пары километров преследования. И в этом ей помогают лапы. Длинные, крепкие, с 4 пальцами на передних и задних конечностях, в отличие от большинства других псовых, у которых 5. Это делает их стопу легче и эффективнее при беге. Сами собаки небольшие, в холке примерно 60-75 сантиметров, то есть чуть ниже колена взрослого человека. В длину до метра, не считая хвоста, вес до 30 килограммов. При этом тело поджарое, мышцы как тросы. Это не массивный зверь, а марафонец, способный гнаться за добычей по 5-10 километров, не сбавляя темпа. Мех короткий, жесткий, как бы щетинистый. Он защищает от колючек, укусов и палящего солнца. Окрас гиеновидной собаки – это смесь черных, рыжеватых, серых, желтоватых и белых пятен, беспорядочно разбросанных по всему телу. У разных особей пятна могут быть больше или меньше, светлее или темнее, плотнее или редкими, но общая картина всегда сохраняется. И пятна на шкуре не случайны. У каждой собаки свой неповторимый рисунок. Узор как паспорт, по которому члены стаи узнают друг друга. Визуальное различие важно в охоте, когда стая движется слаженно, почти как единый организм, и нужно быстро отличать своих соплеменников. Пятна пятнами, но вот уши первое, что бросается в глаза. Они большие, круглые, как блюдца, и торчат будто локаторы. Но они не только для слуха, хотя слышат они феноменально, даже сквозь густую растительность. Эти уши биологические радиаторы
гладиаторы. Жаркое солнце африканской саванны не щадит никого. Но у гиеновидной собаки есть хитрость. Раскрыл уши, и излишнее тепло уходит через сеть кровеносных сосудов, расположенных близко к поверхности. Это природный кондиционер, встроенный в голову. Глаза у собаки желтые, медовые, с легким металлическим отблеском. Они смотрят на мир с прищуром, в котором нет ни страха, ни суеты, только внимательность и расчет. Взгляд этот не случайный. Зрение для нее – главный инструмент охоты, наряду со слухом, обонянием и кусанием. И да, пасть у нее мощная, с хорошо развитыми клыками и коренными зубами. Но в отличие от волков или шакалов, зубная формула гиеновидной собаки адаптирована для быстрого разделывания мяса, а не для дробления костей. Они не грызут, они рвут. Укус сильный, челюсти замыкаются с огромной силой, мгновенно ломая позвоночник у некрупной антилопы или прокусывая горло бородавочнику. Все в теле гиеновидной собаки говорит об одном – она создана для быстрого коллективного преследования. Это не охотник из засады, не прыгуны и не одиночки. Это живой снаряд на лапах, биомеханика которого оттачивалась миллионами лет. Хочешь выжить – беги. Хочешь накормить стаю – беги быстро. Хочешь накормить голодных щенков – беги еще быстрее. И они бегут долго, слаженно, молча по пыльной саванне, где каждое пятно на их теле сливается с местностью. И только раскрывшиеся уши ловят биение пульса ускользающей добычи. В отличие от многих хищников, полагающихся на силу, скрытность или одиночную ловкость, эти собаки берут скоростью, слаженностью и железной дисциплиной. Гиеновидные собаки – дневные животные, так что пик их активности приходится на солнечные часы. Но чаще всего охота начинается рано утром или в сумерках, когда жара еще не мешает, а антилопы расслаблены. После пробуждения все собаки группы активно приветствуют друг друга, трутся мордами о собратьев, скулят, пищат и всячески высказывают соплеменников, как они рады их видеть. Дальше стая решает, будет ли сегодня охота. Голосование происходит чихами. Чем больше каждая особь чихнет, тем выше вероятность, что звери сегодня пойдут на охоту. Если же начнут чихать доминирующие особи, ужин будет со 100% вероятностью. Стая собирается. Кто-то лижет морду альфа-самки, другой тянет губы в улыбке, подзывая молодняка. Общение перед охотой – обязательный ритуал. Это помогает настроиться, сбросить напряжение, синхронизироваться. Обычно на дело идут сразу все члены стаи, но когда есть маленькие щенки, кто-то из взрослых обязательно остается с ними. Старые больные особи тоже сидят дома, они могут не переживать, другие псы обязательно поделятся с ними своей добычей. В меню гиеновых псов входят практически все звери, от грызунов до антилоп. Стая охотников может даже молодого буйвола завалить. Но как? Координированные действия и продуманная тактика – вот главный секрет. Для начала они наблюдают издалека. Если поблизости стада антилоп, бородавочников или газелей, начинается выбор цели. Главное найти слабое звено – молодого, больного, зазевавшегося. Решение принимается молча, без лая и рева, только взгляды, жесты, движения ушей. Они не подкрадываются вплотную, как львы. У них тактика другая. Одна собака пугает стадо, запускает забег. Остальные делятся на группы, отрезая углы, загоняя добычу в ловушку. Кто-то подрезает, кто-то догоняет с флангов, кто-то устает. Но его тут же сменяет другой. Гиеновидные собаки могут развивать скорость до 50 км в час и держать ее на протяжении нескольких километров. Это охота на выносливость. Антилопа может быть быстрее на короткой дистанции, но гиеновидная собака марафонец. Когда добыча начинает замедляться или ошибется, одна из собак делает решающий бросок и хватает за мягкое место. Горло, бока, пах. Дальше все происходит быстро и без лишних церемоний. Они не играют с жертвой, не мучают ее. Одна-две собаки удерживают, остальные начинают есть прямо на месте. Все
происходит очень быстро. Иногда они едят даже до окончательной смерти жертвы. Страшно? Возможно. Но в дикой природе нет понятия гуманности в нашем понимании. Есть только эффективность. Но ни один представитель псовых, вне зависимости от статуса родства, не может посоревноваться с нашими героями в охотничьих навыках. Даже большие кошки отдыхают, завидуя гиеновидным собакам кошачьей завистью. У льва охота заканчивается удачей в 25% случаев, у леопарда в 40%, у гепарда 50/50, а гиеновидные собаки добудут зверя с вероятностью до 80%. Возможно, поэтому львы часто расправляются с гиеновидными, видя в них конкурентов, а собаки с ними не связываются и даже жить с ними поблизости не желают, уходят в поисках другого места, особенно когда ждут потомства. Вообще гиеновидные собаки не территориальные животные и не метят своих участков. Поиски пищи заставляют их совершать далекие кочевки, особенно когда нет копытных или львы под боком. Стая может пройти десятки километров в поисках лучшего места, а когда успех, устраивают пир, облизываются, трутся друг от друга, пищат от счастья. Их разговор — щелчки, визги, глухое ворчание. Каждое общение как перекличка на древнем собачьем языке предков. Они не сильнее львов, не быстрее гепардов, не хитрее шакалов, но они вместе. И в этом их сила. Их социализация впечатляет, и это касается не только охоты, а еды в том числе. Сначала едят подросшие щенки, потом альфа-пара, потом все остальные. И если кто-то остался в логове, ему принесут еду в желудке и отрыгнут. Звучит неэстетично, но работает безотказно. Если кто-то болен или стар, его не оставят голодным. Это не стая, это семья. Да-да, семья, настоящая. Они не дерутся за место, не изгоняют стариков. Иерархия есть, но мягкая. Лидирует пара альфа-самец и альфа-самка. Только они дают потомство, а остальные – помощники, охотники, няньки. Социализация гиеновидной собаки – это не просто жить в стае, это сложная и тонкая система отношений, правил и жестов, по своей сложности порой напоминающая человеческую общину. Если большинство псовых просто объединяются ради охоты или размножения, то гиеновидные собаки делают гораздо больше. Гиеновидные собаки вне стаи не существуют. Одинокий индивид – это обреченный на гибель охотник. Поэтому вся их жизнь строится на непрерывном общении и сотрудничестве. Обычно в стае от 5 до 15 собак, но бывают и стаи до 30 и более. Не так давно встречались стаи и до 100 особей. В центре альфа-пара, единственные, кто размножаются. Это не вопрос власти, это необходимость. Щенков может быть много, до 15 и более. Всей стае придется кормить и защищать их на протяжении нескольких месяцев. Если в логове окажутся щенки от нескольких самок, ресурсов просто не хватит. Поэтому в природе все отлажено. Одна мать, одна ставка на выживание. Бывают, конечно, исключения, и другая самочка может родить, но щенков могут убить, и это делает не альфа-самка, как у волков, а вся стая. Это жесткий, но биологически рациональный акт. Стая защищает свой коллективный ресурс, не позволяя раздробить заботу. Иногда молодая самка может вырасти щенков тайно, особенно если стая большая или ослаблена. Это происходит редко, но возможность есть, особенно если альфа-самка старая, а иерархия нестабильна. А если все хорошо, в старой норе трубкозуба или бородавочника начинается самая нежная глава жизни этих диких охотников. Альфа-самка приносит потомство, обычно от 6 до 12 щенков, иногда и больше. Это много, даже по меркам хищников. Но ведь и забота о них общее дело. Щенки появляются на свет слепыми, глухими, почти голыми, с мягким, темным, почти черным мехом. Они проводят первые 3 недели под землей, в полной безопасности. В это время альфа-самка почти не отходит от логова. Остальная стая охотится, возвращается и кормит ее, чтобы она могла производить молоко.
Нора – центр жизни, вокруг которой крутится все. Настоящее гнездо заботы. Через 3 недели первые щенки осторожно выглядывают наружу. Маленькие, круглые, с еще не проявившимися пятнами. Их встречают взрослые, обнюхивают, облизывают, издают приветственные стоны. Появилось новое поколение стаи. С 4 недель щенки начинают есть полупереваренное мясо. Взрослые члены стаи, вернувшись с охоты, отрыгивают им еду, мягкую, теплую, легко усваиваемую. Это делает не только мать, но и все остальные – братья, сестры, тети, дяди. Через месяц щенки начинают активно играть. Это не просто забава, а тренировка будущих навыков. Подкрадываются друг к другу, делают ложные укусы, тренируют бег, уклонение, захват. В это время проявляется иерархия. Кто более ловкий, кто лидер, а кто наблюдатель. Еще через месяц щенки становятся достаточно взрослыми, чтобы выйти за пределы логова. Они впервые сопровождают стаю на охоте, хотя еще не участвуют. Обычно кто-то из взрослых остается с ними в укрытии, если они слишком малы. К полугоду щенки становятся мини-копиями взрослых. У них уже сформирован индивидуальный пятнистый рисунок. Они начинают участвовать в охоте, сначала наблюдая, а затем пытаясь догонять. Их принимают как равных, но обучают и корректируют. Когда молодые собаки достигают половой зрелости, обычно в 1,5-2 года, они покидают родную стаю. Чаще всего уходят самочки. Они объединяются с другими такими же молодыми кавалерами и создают новую стаю. И начинается новая иерархия, новое лидерство, новый альфа-союз. И круг жизни замыкается. Кто-то спросит, так почему гиеновидная собака? Ответ на поверхности. Они напоминают гиен. Живут они в одних пейзажах, охотятся на одних равнинах и иногда мелькают в одной сцене документального фильма. И на первый взгляд кажется, ну конечно родня, одинаково пятнистые, уши как локаторы. Но если присмотреться, эта похожесть не родственная. Гиены – это кошкообразные. Их эволюционные соседи – мангусты, виверы и даже львы. Гиеновидные собаки – это псовые. Их родичи – это волки, шакалы, домашние собаки. То есть генетически гиеновидная собака ближе к шпицу, чем к гиене. Просто природа, сталкивая их с одними и теми же задачами – выживать в жаркой открытой среде, создала похожие формы из совершенно разных материалов. Это явление называется конвергентной эволюцией, когда животные, не будучи родственниками, приобретают схожие черты, потому что живут в похожих условиях. Гиеновидная собака – зверь, который рушит стереотипы. Оказывается, это не только злой дикарь, не примитивный убийца. Это умный, стратегически мыслящий, заботливый охотник. Их мир дикий, да, но не жестокий. Но гиеновидные собаки исчезают. Их численность всего несколько тысяч по всей Африке. Их меньше, чем носорогов или тех же львов, к которым у зоозащитников приковано больше внимания. Собака с пятнами и странными звуками. Не ласковая, не романтичная, не царь зверей, а для фермеров угроза скоту. Да и болезни не обошли стороной. Особенно страшен вирус чумы плотоядных и бешенства, от которого стая может погибнуть за считанные дни. Поэтому численность гиеновидных собак катастрофически мала. Их все еще уничтожают по незнанию, считая злыми, опасными, бесполезными. Но в природе нет ничего бесполезного. Они часть баланса. Их убивают случайно, специально, из страха, по ошибке. И им сложно выжить в мире, который становится тесным. Попытки разведения в неволе почти не приносят плодов. Гиеновидная собака – свободная душа. Ей нужен простор, движение, запах ветра в носу и родная стая рядом. Но есть надежда. В заповедниках Африки, особенно в Ботсване, Танзании и ЮАР, их охраняют, наблюдают, возвращают в природу. Ученые ставят передатчики, следят за поведением, составом семей. Люди наконец начинают понимать, эти животные не угроза, а редкость, и их нельзя потерять. Несколько миллионов лет гиеновидная собака бегала по континенту. Она пережила ледники, вулканы, смену эпох. Она выжила. Возможно, при содействии людей она не исчезнет как вид. И где-то в утренней траве, среди запаха дождя, рождается новое поколение. Маленькие темные щенки, которые, может быть, еще будут бежать по земле, не зная, что такое страх перед человеком.
Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.